Всем привет! Это второй урок серии роликов «Портал для чайников». В этом уроке ты узнаешь, как создать проект, как сконфигурировать устройство и основные элементы программирования. Для этого нам нужно сесть за компьютера и открыть программу «Портал». Вот так выглядит значок «Портал». У меня старая версия 12, у вас может быть любая другая версия. Итак, вот мы открыли портал, и в этом окне мы видим все наши старые проекты. Но нам нужно создать новый проект. Для этого заходим в раздел Create New Project и пишем название проекта. Я назвал его первый урок. Далее мы выбираем директорию или место расположения нашего диска. Я создал на диске D новую папку и называю ее папка с проектами. Далее можно написать автора, комментарии по желанию и нажимаем кнопочку Create. Создается проект, выходит следующее окно. Сначала нам предлагается сконфигурировать устройство. Это то есть мы должны добавить устройство, которое мы будем программировать. Добавляем новое устройство, Add New Device. Переходим в раздел Controllers. Здесь мы можем написать имя нашего контроллера, и у нас есть много серий контроллеров. Мы выбираем 300. У нас вот написано S7300. Далее у нас есть серия CPU 314C2DP. И в самом низу у нас есть номер модели. Мы запомнили все эти цифры и выбираем в предложенном списке именно тот, который был у нас на картинке. Вот наш контроллер, его внешний вид. И добавляем кнопочкой Add. Выходит следующее окно. Итак, в этом окне мы видим наш контроллер. И можем добавить сюда разные любые другие контроллеры, либо источники питания, либо разные модули входов-выходов и так далее. Так как у нас уже есть модули входов-выходов встроенные, то мы просто переходим в main блок. А сейчас про языки программирования. У нас есть три языка программирования, это LAT, FBD и STL. Это три языка, на которых пишется программа в main блоке. Итак, как узнать язык, на котором мы пишем сейчас? Для этого щелкаем правой кнопкой и переходим в раздел Switch Programming Language. И здесь видим все три языка, о которых я уже говорил. Итак, по умолчанию у нас стоит программа на языке LAT. Можно менять язык программирования обычным нажатием кнопки. Так мы видим основные элементы данного языка в этой панели. Сюда можно добавить любой другой новый элемент и также легко его удалить. Давайте посмотрим на основные элементы. Это нормально открытый контакт, нормально закрытый контакт и катушка, которая является выходом. Давайте возьмем нормально открытый контакт. Его можно либо перетянуть, либо двойным нажатием мышки он сразу появляется на цепи. Так, сейчас мы видим вопросики. Сюда нужно что-то написать. Давайте подумаем, что мы можем написать сюда. Итак, я напишу сюда I00. I00 обозначает то, что это input, нулевой байт и нулевой бит. Соответственно, на выход мы напишем Q00. Это значит Q quit, выход тоже нулевой байт и нулевой бит. Мы написали обычную программу, где у нас существует нормально открытый контакт и выход. Теперь давайте посмотрим, как это работает
симуляции. У нас есть программа загрузки в PLK, у нас есть реальный контроллер, но я буду показывать на симуляции. Для этого мне нужно нажать вот эту вот кнопочку. У нас появилось следующее окно, где мы выбираем PC-PG интерфейс. 300-й контроллер работает по интерфейсу MPI. Далее PLK-SIM, потому что мы запускаем симуляцию. Вот эта линия показывает то, что наш контроллер найден. Нажимаем Load, загружаем проект. Как видим, ошибок у нас нет, можем загружать далее. Теперь у нас вот это скрывшееся окно, это и есть наш контроллер. Это у нас наш CPU, то есть процессор. Его можем запустить, остановить, либо очистить память с помощью кнопки MRS. И также есть у нас вот модуль входов, это у нас нулевой байт, как вы видите. И у нас также присутствует 8 битов к нему от 0 до 7. И аналогично этому у нас есть также выходной блок. Соответственно, у нас нулевой байт, нулевой бит, то есть если я нажму 0 на входах, у меня должен загореться 0 на выходах. Проверяем, все правильно. Также есть такая кнопочка у нас, это у нас режим мониторинга, то есть мы можем наблюдать наши цепи. Сейчас цепь у нас вся зеленая, то есть сигнал прошел. Сейчас я отключу I00, и видите, у нас выход перестал быть зеленым. Нажму еще раз, и мы убеждаемся, что наша программа работает. Сейчас мы создали обычную схему включения-выключения, например, лампочки. В качестве включателя у нас идет I00, а в качестве лампочки у нас идет Q00. А теперь перейдем далее и попробуем использовать нормально закрытый контакт. И аналогично возьмем также выход. Но теперь используем уже другие адреса на этих элементах. Соответственно, нормально закрытый контакт у нас будет уже I01, а выход будет Q01. Запускаем нашу новую программу. Жмем Run. Также поставим режим мониторинга, чтобы было видно, что мы делаем. Итак, мы видим, что на втором нетворке, вторая цепь, выход Q01 уже горит, хотя я не нажал еще кнопку I01. А когда я нажимаю, происходит разрыв цепи. Поэтому он и называется нормально закрытым контактом. Он работает наоборот нормально открытому контакту. Когда я нажимаю, у меня цепь размыкается, когда не нажимаю, цепь замыкается. А зачем мне нужен нормально закрытый контакт? Давайте представим следующую ситуацию. Например, мы хотим защитить наш дом от воров. Для этого мы ставим сигнализацию. Когда наша дверь закрыта, два контакта на дверях замкнуты, и наша сирена не работает. Но когда дверь открывается, контакты размыкаются, и, соответственно, должна сработать наша сирена. Вот именно в этом случае у нас используется нормально закрытый контакт. А как это будет выглядеть на другом языке? Как я говорил, у нас есть уже 3 языка, и давайте поменяем наш язык на FBD. И вот так у нас выглядит наша программа. Теперь у нас есть I00 равно Q01. А здесь у нас небольшой кружок, который обозначает инверсию или нормально закрытый контакт. И также I01 и Q01. То есть это та же самая программа, которая у нас
была на языке LAT, только выглядит по-другому. Итак, сегодня мы создали проект, сконфигурировали устройство и написали первую программу. А в следующем уроке мы познакомимся с последовательным и параллельным соединением, или по-другому элементы OR и AND. До встречи! Don't think of yesterday.